Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Скоро 23 февраля, День защитника Отечества. Предлагаю вам мастер-класс по вязанию вот таких гранат с глазками и ротиком. Они могут стать оригинальным и прикольным подарком на мужской праздник. Вяжутся они быстро и просто одной деталью. Особых сложностей не должно возникнуть. Размер таких игрушек примерно 10-11 сантиметров. Они устойчиво стоят на поверхности. Чека – это кольцо для вязания, обвязанное желтой пряжей. Глазки приклеены, ротик вышит. Мастер-класс будет состоять всего из одной части, так как граната вяжется быстро. Вначале я вам, как всегда, расскажу про материалы и инструменты, необходимые для ее изготовления, а затем покажу подробно процесс вязания и сборки. И вы сможете с легкостью связать такую же гранату к празднику. И не забудьте поделиться фотографиями ваших работ в социальных сетях. Ссылки на мои страницы в Инстаграм и ВКонтакте я оставлю под видео. Кстати, на моем канале есть и еще один мастер-класс, посвященный Дню защитника Отечества. В нем я показываю, как связать солдатика по имени Алеша. Можете заглянуть в мой плейлист под названием «День защитника Отечества». Там я буду собирать все мастер-классы по вязанию игрушек к мужскому празднику. Ну что, начнем вязать гранату. Для работы нам понадобится пряжа зеленого и желтого цвета. Это Yarn Art Jeans, состав 55% хлопок, 45% акрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Вязать буду крючком 2 мм. Для оформления глаз нам нужна будет пара полубусин черного цвета диаметром 8 мм, но у меня сейчас их нет, поэтому я заменю на глазки на безопасном креплении такого же диаметра. Еще фетр белого цвета и клей Момент Кристалл. Чеку для гранаты я буду делать из пластикового кольца для вязания диаметром 25 мм. Они продаются вот в таких наборах. Но в принципе можно использовать и кусочек толстой проволоки, согнутой в виде кольца. Для вышивания ротика нам понадобится мулине черного цвета. Ну и как всегда, ножницы, игла с широким ушком и наполнитель синтепух. Итак, начинаем. Деталь вяжется сверху вниз. Сначала будем вязать по спирали непрерывными рядами без дополнительных петель подъема. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем следующий, второй ряд. Делаем 6 прибавок подряд, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Вот я вяжу первый столбик без накида и в эту же петлю второй. Получилась прибавка. Делаю еще 5 таких прибавок. Третий ряд 12 прибавок подряд. Четвертый ряд 24 столбика без накида за задние полупетли. Каждая петля имеет переднюю и заднюю стенку. Так вот, в этом ряду все столбики без накида мы провязываем только за задние полупетли.
Дальше вяжем 5 рядов по 24 столбика без накида за обе стенки. Вот что у нас получилось после провязывания 9 ряда. Дальше будем вязать поворотными рядами, то есть после окончания каждого ряда необходимо перевернуть работу. Итак, сначала набираем 23 воздушные петельки. 1, 2, 3, 21, 22, 23. Вот у нас получилась такая цепочка. Теперь, начиная со второй воздушной петли от крючка, вяжем сначала 1 столбик без накида, а затем 20 столбиков с одним накидом. Далее в оставшуюся воздушную петельку вяжем 1 столбик без накида. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно сделать убавку в петли 9 ряда. Обратите внимание, что я сделала самую обычную сквозную убавку, а не невидимую. Иначе в месте соединения у нас будет образовываться большое отверстие. Все, мы связали 10 ряд. Далее переворачиваем работу. И в дальнейшем все остальные последующие ряды будем вязать только за задние полупетли. Вяжем 11 ряд. Сначала провязываем 1 столбик без накида. Находим первый столбик предыдущего ряда и в него за заднюю полупетлю провязываем столбик. Дальше вяжем 20 столбиков с одним накидом, тоже за задние полупетли. И в последнюю петлю этого ряда вяжем 1 столбик без накида. Дальше набираем воздушную петлю подъема, переворачиваем работу. Теперь вяжем 12 ряд. Напоминаю, тоже за задние полупетли. 1 столбик без накида, затем 20 столбиков с одним накидом, потом опять 1 столбик без накида и убавка в следующие 2 петли 9 ряда. Итак, вяжем 1 столбик без накида. Теперь 20 столбиков с одним накидом. Теперь вяжем 1 столбик без накида и делаем убавку. Находим следующую непровязанную петлю. И вот таким образом
мы с вами связали 12 ряд. Опять переворачиваем работу. Ну и теперь повторяем поочередно 11 и 12 ряд до тех пор, пока не займем все петли 9 ряда. Вот я довязала 33 ряд. В итоге мы с вами сделали 12 убавок и провязали 24 поворотных рядочка. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот такая деталь получилась. Далее выворачиваем ее наизнанку. Теперь нам нужно соединить два края вместе и сшить их с помощью крючка, провязывая 22 соединительных столбика, заводя крючок под воздушные петли 10 ряда и задние стенки столбиков последнего 33 ряда. Вот таким образом. Вот мы соединили два края. Дальше закрепляем ниточку, набрав воздушную петельку и пропустив сквозь нее хвостик. И обрезаем. Вот такой шов из соединительных столбиков у нас получился. Дальше выворачиваем деталь на лицевую сторону. И будем набивать наполнителем. Нам нужно одновременно и плотно набить, и не растянуть сильно полотно, чтобы в дальнейшем не просвечивался наш наполнитель. Деталь набита. Теперь будем стягивать нижний край. Для этого вставляем зеленую пряжу в иглу и вводим под каждое ребро. Стараемся не цеплять наполнитель. Хвостик оставляем, чтобы потом стянуть. Ну и теперь затягиваем ниточки. Стараемся это сделать так, чтобы совсем не осталось отверстия.
теперь делаем 2 узелочка. У меня все-таки есть отверстие, поэтому я зашью его с помощью иглы. Все, отверстия нет. Можно опять делать 2 узелочка и прятать ниточки внутри детали. Нижний край стянули. Вот такая у нас теперь толстенькая граната получилась. Дальше будем ее стягивать посередине. Нам нужно стянуть гранату в 2 местах. Для этого отрежем 2 ниточки. Сначала немного сплющиваем деталь, чтобы она вытянулась. И первой ниточкой посередине перевязываем гранату. И одновременно стягиваем ее. Вот так. Я сначала не делаю узелочки, а делаю бантик. Вот мы перетянули. Далее смещаем нить чуть-чуть повыше. Делаем это с помощью какой-нибудь палочки или кончиком крючка. Вот таким образом мы поднимаем нить повыше. Бантик стараюсь делать там, где у нас проходит соединительный шов. То же самое делаю со второй ниточкой. Немного затягиваю и завязываю пока на бантик. А затем смещаю ее пониже центра. Когда нас результат устраивает и нити находятся на своих местах, можно развязать каждый бантик, чуть-чуть стянуть ниточку и сделать 2 узелочка. Вот как у меня получилось. Теперь вот эти все хвостики прячем внутри детали с помощью иглы. Ну вот, граната уже начинает быть похожей на саму себя. Дальше займемся чекой. Берем кольцо и разрезаем его, чтобы вставить в деталь. Дальше я уже тут сделала 2 отверстия, вставляю в полотно посередине верхней части. Это сделать не так уж и просто, потому что у меня кольцо толстое. Если вы будете использовать проволоку, вам будет гораздо легче. Расстояние здесь 2-3 петельки где-то. Вот вставила, теперь нужно этот разрез склеить. Берем клей, наносим его
Теперь ждем полного высыхания. Только после этого можно прятать этот разрез внутрь детали, передвинув кольцо. Ждем. Все, кольцо у нас склеилось, разрез я спрятала. Дальше обвязываем кольцо с помощью желтой пряжи столбиками без накида. Присоединяю желтую пряжу на воздушную петлю и начинаю обвязывать, при этом ввязывая вот этот хвостик. Столбики должны располагаться близко друг к другу, так, чтобы не было просветов. Все, теперь можно закреплять ниточку, набрать воздушную петельку и сквозь нее пропустить хвостик, обрезать и вытянуть. Далее вот этот первоначальный хвостик обрезаем, а вот этот прячем внутри детали. Все, чека готова. Теперь займемся мордочкой. Глазки я уже подготовила. Вырезала кружочки разного диаметра из белого фетра. И так как у меня не полубусины, а глазки на ножке, я сделала в деталях отверстие, вставила туда и вклеила глазки. Теперь наношу клей на обратную сторону и на ножку и приклеиваю глазки к детали близко друг к другу. Ждем полного высыхания. Глазки приклеены, но и осталось нам только вышить ротик. Для этого вставляю черное мулине в иглу и вышиваю в 2 нити. Возвращаю иглу обратно. Делаю 2 узелочка и прячу ниточки внутри детали. Ну вот, наша граната готова. Очень веселая и жизнерадостная получилась, а это ее подружка серого цвета. На сегодня это все. Надеюсь, вы тоже справились и связали подарок ко Дню защитника Отечества. Делитесь своими работами в социальных сетях. И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий мастер-класс. На этом я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!